Друзья, всем привет! В первом видео мы с вами поговорили про воду, сегодня мы с вами поговорим о жирах. Питание – это, пожалуй, самая противоречивая тема, потому что сколько людей, столько и мнений. Но одно дело мнение, а другое дело ваш реальный опыт, который вы получаете при применении той или иной информации. Поэтому, друзья, то, что вы узнаете из моего опыта, пробуйте это применять и смотрите на то, какие у вас будут результаты. Погнали! Ошибка номер 2. Переизбыток употребления жиров в пище, который влияет на ваше физическое и психическое здоровье. Сейчас диетологи, нутрициологи, тренера и прочие специалисты рассказывают о том, что жиры – это очень важный компонент пищи, что он необходим для гормонов и для множества других функций. И знаете что? Они правы. Это действительно так. Жиры – очень важный компонент для работы нашего организма. Ну, во-первых, жиры жирам рознь. А во-вторых, необходимо очень хорошо понимать, сколько конкретно жиров мы употребляем сейчас и к чему приводит переизбыток жиров в нашем питании. Когда вам кто-либо советует начать употреблять какие-то масла, какие-то добавки с жирами, добавлять масло в салаты, в пищу и так далее, всегда необходимо задавать себе два вопроса. Первый, сколько я жиров употребляю сейчас? Второй, к чему приведет переизбыток жиров в моем питании? Согласитесь, что вы никогда не обращали внимания на то, сколько жиров вы употребляете сейчас. И сколько вообще жиров находится в ваших продуктах питания? Какое должно быть соотношение между белками, жирами и углеводами? И сколько калорий вы получаете из тех или иных продуктов? Занимаясь производством продуктов и зная всю кухню изнутри, я вам могу с уверенностью сказать, что современные продукты питания содержат очень большую долю жиров. Почему так происходит? Жиры имеют низкую себестоимость при самой высокой калорийной плотности, поэтому производителям выгодно добавлять больше жиров в свои продукты для того, чтобы снижать его себестоимость, и, соответственно, он был более конкурентоспособным и стоил дешевле на полке в магазинах, для того, чтобы он был для вас более доступен. Другая проблема заключается в том, что вся современная пища жарится, готовится на масле или с добавлением огромного количества масла. Причем масло не самого хорошего качества, а точнее самого низкого качества. Вы никогда не задумывались о том, что за масло в 5 или 20-литровых баклажках, которые закупают компании для своего бизнеса, насколько оно полезно для нашего здоровья, как оно влияет на наше здоровье, а то масло, которое вы покупаете домой для жарки, насколько оно хорошо для наших сосудов и для нашего сердца. Вы верите рекламе и покупаете масло, которое якобы подходит для жарки. Но рассказывают ли вам в рекламе о том, а что будет через 10-15 лет употребления такого масла в пищу? Об этом вам никто не говорит. При приготовлении продукты впитывают до 70% масла от своего веса. Вы вроде бы готовите баклажаны или картошку во фритюре и думаете, что это углеводы, хотя на самом деле это сплошная жировая бомба. Самое интересное, что после приготовления вы еще слышите в рекламе, что надо полить якобы полезным маслом холодного отжима сверху картошечку или салатик или что-то еще. Сейчас мы с вами поговорим об этом. Масло, которое льется в пищу литрами, дома, в кафе, в ресторанах, во время готовки, в после готовки – это не те жиры, которые может использовать ваше тело. Вы добавляете в еду какое-то масло и даже не задумываетесь, а полезно ли оно на самом деле. Ну а как же масло холодного отжима? Оно же ведь полезно, вы можете спросить. Друзья, да кто вам это сказал? Реклама вам об этом рассказала? Вам об этом рассказали производители оливкового масла, которым надо это продавать по всему миру? Вы только вдумайтесь, масло отжимается где-то за 1000 километров, разливается в бутылки, и у него срок хранения 2 года. Оно стоит месяцами и даже может годами стоять на складах, прежде чем вы добавите себе его в тарелку. В этом масле нет вообще ничего полезного. Все, кто имеют маслопрессы и отжимал масло из семян дома, знают, что масло окисляется в течение дня. Поэтому о каких 2 годах хранения может идти речь? А вам еще рассказывают, что есть рафинированное, которое для жарки, а есть нерафинированное, которое для салатов. Друзья, что такое рафинация? Это процесс отделения одного компонента от исходного продукта, который был создан природой. То есть это процесс отделения. Любое масло по своей сути является рафинированным продуктом, потому что отделяется жир от белков, от углеводов и тысячи других балластных компонентов самого продукта. И вот наш организм эволюционно, он привык к тому, чтобы употреблять все компоненты в комплексе, и жиры тоже, а не отдельно отжатое масло до жидкого состояния. Он для этого не предназначался. И ни на каком масле нельзя жарить.
ни на там кокосовом, ни на масле виноградных косточек. Любое масло в результате термической обработки приобретает вредные канцерогенные соединения, которые ужаснейшим образом влияют на ваши сосуды, влияют на ваше сердце, на работу вашего мозга. На самом деле влияет на весь организм. Я хочу, чтобы вы осознали, что нельзя отделить из, например, семечка жиры и считать это исходным продуктом. Вот то же самое, как с белым сахаром. Все знают, что белый сахар — это не очень полезный продукт, но вот почему-то масло, отжатое из семян, считается полезным. Поэтому без разницы, какой отжим был у масла, там холодный, не холодный, это абсолютно не имеет никакого значения. Еще раз, любое масло, будь то там сливочное, кхи, подсолнечниковое, кокосовое или любое другое, приобретает вредные соединения в результате термической обработки. Оно разрушается. И вслед за этим употребление такого продукта разрушает ваш организм. Конечно, это происходит не сразу, не в моменте, а это происходит в течение десятков лет. Десятков. То есть вы не видите последствия употребления того или иного продукта сейчас. Если бы расплата наступала сразу, то вы бы, конечно, этого не делали. Но так как последствия отсрочены во времени на десятки лет, то всем кажется, что это нормально. Но это ненормально, если изучать этот вопрос. Как сказала одна моя ученица, я ела жир, жареный на жиру, после того, как мы посчитали с ней долю калорий, которые она употребляла из жиров. Она реально пришла в ужас. Еще одна проблема заключается в том, что все привыкли считать современные десерты и тортики углеводами. Хотя на самом деле это чисто жировая бомба, потому что 85% из любого тортика приходится на жиры, причем жиры самого низкого качества. Это маргарин, это какие-то соединения жиров, там пальмового масла и так далее, и так далее. В итоге, употребляя такой тортик, вы потребляете огромное количество пустых калорий из масла самого низкого качества. Конечно, это ничего хорошего не дает вашему организму. Употребление избыточного количества жиров сильно ударяет по печени, приводит к нарушению углеводно-жирового обмена, выводит из строя инсулиновую систему, приводя к сахарному диабету, ухудшает работу желудочно-кишечного тракта и усвоение питательных веществ из других продуктов, которые вы употребляете, приводит к вздутиям, газообразованиям и множеству других проблем. Просто попробуйте убрать всю готовку на масле и добавление любого масла, вот, которое вы видите там в бутылках или в чем-либо, себе в пищу. И посмотрите на то, как отзовется на это ваш организм. А еще я рекомендую произвести ревизию продуктов на предмет содержания в них жиров. Потому что, пока вы не сделаете это и не посмотрите, вы даже не понимаете, а какой продукт жировой, какой там углеводный и так далее. Это необходимо оценивать. Сейчас у вас в голове возникает вопрос, но ведь без жиров же совсем нельзя. Друзья, конечно, без жиров совсем нельзя. Но секрет заключается в том, что жиров вы всегда получаете больше, чем нужно вашему телу. Особенно сейчас, когда идет культ употребления животных продуктов, мяса, молочных продуктов, рыбы. Это ведь все продукты, которые содержат очень высокую долю калорий из жиров. И о каком дополнительном использовании масла может вообще идти речь? На сайте Роспотребнадзора вы можете найти рекомендации для людей, которые хотят улучшить, восстановить и сохранить свое здоровье и состояние, сохранить сердечно-сосудистую систему сердца. И там четко указано, что потребление калорий из жиров должно быть не более 30% от вашей дневной калорийности. Что это значит? Это значит, что вы должны потреблять от всех ваших калорий в течение дня не более 30% калорий из жиров. Чтобы вы понимали, для сравнения просто, человек на современном традиционном питании сейчас употребляет более 65% калорий из жиров, что в 2 с лишним раза больше. Да, сейчас, возможно, вам непонятно, что значит там процент калорий из жиров. Друзья, это надо считать, это тема отдельного большого видео, поэтому сейчас я это разбирать не буду. Сейчас вы, наверное, уже начинаете понимать, откуда столько проблем с сердцем, с повышенным холестерином, с сосудами. Это все, конечно же, к избыточному употреблению жиров. Конечно же, если человек получает намного больше жиров, чем нужно его телу, то начинаются проблемы. И это касается веганов, вегетарианцев и ряд других диет. Посмотрите на вегетарианскую кухню. Многие ее считают более здоровой, хотя на самом деле она вся абсолютно вообще плавает в масле. То же самое и с веганскими продуктами и так далее. Я думаю, что у вас сейчас произошло парочку озарений. В качестве полезных источников жиров вы можете использовать орехи и семена, пасту из орехов и семян, из которой получается просто великолепный соус и заправка для салата. Также подойдут авокадо, настоящий шоколад, который сделан из какао-бобов. Не из сахара, а именно из какао-бобов. В общем, все продукты, где масла, жиры не были отделены от исходного компонента.
Как вот природа создала, вот в том виде мы должны это употреблять. Но для начала, прежде чем употреблять даже эти виды жиров, я рекомендую вам разобраться, а сколько жиров вы употребляете сейчас. Убрав всю готовку на масле и добавление любых жидких жиров в пищу, вы увидите, как вы начнете чувствовать себя лучше, и ваш организм скажет вам за это спасибо. В следующем посте с ошибкой номер 3 я расскажу вам о недостатке макро-микроэлементов, с которым сталкивается человек на современном питании и к каким проблемам это приводит. Если вы хотите сказать спасибо за полученную информацию, просто подпишитесь на канал, поставьте палец вверх и пишите вопросы в комментариях. И не забудьте отправить это видео вашим родным и близким, для кого это может быть полезно. С вами был Владимир Горохов. До новых встреч! И помните, вы можете достигнуть всего, чего вы захотите, если вы готовы для этого немножко потрудиться. Пока-пока!